Call of Duty Mobile встречает уже третий Новый год вместе со своими игроками. Казалось бы, только вчера мы ее скачали и играли в бета-тесты нашей любимой игры. А уже пошел третий год, как мы все с вами в нее играем. Но значит ли это, что в ней все хорошо и идеально? Очень сложно всегда всем угодить, поэтому разработчики пошли по пути «я сам все знаю, мам не лезь». Всем привет, дорогие друзья! Во-первых, хочу поздравить каждого с наступившим 2022 годом и пожелать каждому из вас, чтобы в этом году сбылись все ваши мечты и цели, которые вы загадали. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, что бы лично я изменил в Call of Duty Mobile в 2022 году. Я уверен с вероятностью 99%, что ничего не изменится. Но помечтать можно. Так как я являюсь игроком Королевской битвы, мы сегодня будем говорить только про нее. Поэтому присаживайтесь поудобнее, доставайте прошлогодние салаты и приготовьтесь внимательно слушать. Приятного просмотра. Начать я, конечно же, хочу именно об отношении разработчиков к своей игре. К сожалению, сложилось так, что кроме заработка денег разработчиков особо не волнует игра. Баги, которые появляются, чинятся по месяцу. А то есть в следующем обновлении. Например, такая ситуация была с тем, когда ты бьешься головой о предмет и у тебя трясется экран. И на исправление этого бага понадобилось аж обновление, и то через одно обновление это снова пришло. Возможно, они хотели сделать это фишкой, чтобы приблизить игру к реальности, но это смотрелось очень глупо. Сейчас, кстати, если не отключить вот эту функцию, вас также будет трясти. Не понимаю, для чего это. Далее отдача на скине EBR. Этому багу было очень-очень много месяцев, наверное 4 или 5. Я не знаю, повлияло ли мое видео, но в следующем обновлении или через обнову они пофиксили этот баг. И сейчас у EBR присутствует отдача. Также в этом году очень много багов было со скинами, когда игрок надевал скин и становился невидимым в бою. Слава богу, такие баги они фиксят практически сразу. Но начало 2022 года нас тоже порадовало новым багом. Если у вас имеется вот этот скин на гаечный ключ, вы можете бегать и ваншотить своих противников. Да-да, вы можете это делать только с этим скином, а с бесплатным у вас так делать не получится. Я надеюсь, разработчики уже узнали о проблеме и пофиксят это. А вы помните баги с рулетками? Чтобы неправильно писали цены, или чтобы задерживали рулетки, или хотя бы чтобы в одном обновлении не было ни одной рулетки, или ни одного нового ящика. Вот именно. В этом плане я хочу, чтобы разработчики изменили свое отношение к игре. Ваши дизайнеры работают очень хорошо, но поверьте мне, если вы сядете и посвятите одно обновление оптимизации или улучшению Королевской битвы, все игроки вам скажут только спасибо, особенно игроки, которые не могут позволить себе флагманы. Хотя даже на флагманах есть проблемы. Давайте сразу поговорим про оптимизацию. К сожалению, в Call of Duty Mobile она не очень. Я не хочу говорить, что она плохая, потому что Крафтом показал нам, что такое плохая оптимизация. Но камон, Activision, вы хотите делать Warzone Mobile без участия Tencent, но даже с ними вы не можете оптимизировать свою игру. Еще раз повторюсь, но посвятите вы одно обновление для того, чтобы глобально улучшить игру в плане оптимизации. И сами игроки скажут вам спасибо. У многих вернется желание играть в игру и приносить вам деньги. Дальше pay to win. Очень много времени посвящал этой теме в своих видео. Я бы очень хотел, чтобы в 2022 году вы осознали, что это неправильно, и перестали выпускать pay-to-win оружие, которое обычным игрокам, не донатя в игру, никак не получить. Никто не говорит об этом, но тот же Холгер. Вы видели его мушку? Там просто идеальная мушка, и вопрос, ставить коллиматор или нет, отпадает сразу же. А вы видели мушку обычного? Она закрывает 60% экрана, и с него без коллиматора очень некомфортно стрелять. То есть, имея мифический скин на Холгер, вы можете не ставить коллиматор, а поставить другой модуль. Это неправильно. Я очень надеюсь, что вы измените свое мировоззрение в этом плане. Очень грустно смотреть, что разработчики работают больше не над оптимизацией и контентом, а над пушками, скинами, рулетками. Очень грустно смотреть, что наша игра повторяет историю Warface, который еще больше решал донаты, и игра была максимально не оптимизирована. И что с ней сейчас? Вроде сейчас все хорошо с оптимизацией более-менее, но она никому уже не нужна. У нее ужасная репутация. Огромную роль еще сыграли читеры. Далее мобильность. Call of Duty Mobile по сути своей зацепила игроков своей мобильностью. И именно поэтому многие игроки отдали и по сей день отдают предпочтение нашей игре, а например не новому PUBG New State или старому PUBG. Но с каждым обновлением разработчики ухудшают и ухудшают мобильность в нашей игре. Вы помните, как раньше можно было ложиться и вставать? Вы помните, как раньше выглядели подкаты и прыжки? Вы помните, как можно было быстро приседать? Для чего вы это делаете? Я не понимаю. Остановитесь! Не нужно замедлять игру. Самая главная фишка нашей колды — это мобильность. Activision, неужели вы не понимаете, что вам на пятки уже вот-вот наступает Apex? В
которой мобильность просто в 10 раз выше, чем в колде. Возможно, это делается для того, чтобы уравнять шансы между игроками, которые играют в игру недавно и которые играют уже давно. Потому что у многих игроков не такая хорошая реакция, не такой хороший АИМ. А по игрокам, которые раньше могли делать по 10 движений в секунду, попадать и тем более убивать их намного сложнее. Также убийство такого класса, как десантник, тоже замедлило игру. Раньше на десанте действительно можно было залетать в зоны, летать на 1000 метров, пушить другие сквады. Сейчас же этот класс просто бесполезен, как по мне. По эффективности он, если не равен нулю, то приближен к этому. Вам не надоело стрелять с какого-нибудь калаша или арктики по противникам, которые находятся далеко, и не получать никакого урона? Хотя вроде бы вы стреляете точно. Как по мне, в Call of Duty Mobile просто ужасная баллистика. Пули летят непонятно куда, иногда даже непонятно, летят ли они вообще. Например, когда ты зажимаешь по машине, а урон проходит раз через раз. На самом деле, стрельба в Call of Duty Mobile является скорее ее минусом, чем плюсом. Патроны ведут себя максимально неестественно. Вы можете попасть в прицеле с дроби в упоре и нанести 70 дамага, а ваш противник стрельнуть на шару с 5 метров от бедра и шотнуть вас. Этот пункт, скорее всего, уже не исправить. Но раз мы говорим о том, что бы я улучшил в Call of Duty Mobile, этот пункт я бы улучшил в первую очередь. Наша игра, Точнее, королевская битва, является для разработчиков испытательным полигоном для будущей Warzone. Это уже давно всем было понятно, как только они добавили плашки в китайскую версию год назад. Так вот, баланс оружия с пола и с дропа является пропастью и огромной проблемой для всех. Сейчас, чтобы вначале настрелять киллы на турнирах, вам достаточно фуллсквадом взять обрезы и полететь просто всех пушить, раздавая ваншотики направо и налево. В то же время, как игрокам, которые не успели залутать дроп, все, что остается, это отстреливаться, используя оружие с пола, которое сейчас даже не имеет модулей. Зачем надо было убирать с пола оружие, которое имеет хотя бы какие-нибудь модули, я вообще не понимаю. Но сейчас речь не об этом. Почему разработчики не хотят добавить возможность самому вызывать дроп на команду? Это можно реализовать абсолютно по-разному. Например, каждая команда может вызвать себе один дроп за игру, после того, как прошел первый круг. Или нужно выполнить какое-то условие по киллам, чтобы это сделать. Или добавить также на пол какие-нибудь деньги. В общем, если посидеть и подумать, это можно реализовать реально очень интересно. Это уравняет шансы на победу абсолютно у всех игроков. Потому что каждый будет бегать с оружием, которое он собрал сам. Почему в сетевой игре игроки играют со сборками, которые они сделали сами? А в королевской битве мы должны устраивать голодные игры ради того, чтобы забрать им буст дропа и раздавать шотики направо и налево. Идея с разделением дропов, как по мне, была действительно неплохой. И идея за раз выпускать от 2 до 4 розовых дропов, я считаю, тоже очень даже годная. Но, как мне кажется, возможность самому вызывать дроп перевернула бы геймплей с ног на голову. Напиши в комментариях, если хочешь вызывать дроп. Тема, которая меня волнует больше всего на данный момент, это чувствительность. Я бы очень хотел, чтобы в 2022 году разработчики наконец-таки додумались до того, что нужно сделать настройки чувствительности для каждого оружия по отдельности. Приведу пример. Как вы знаете, я очень хорошо владею гироскопом, и в основном только им и навожусь. Мой гироскоп раньше был 200-215, и играя на ПП это очень комфортно. Но играя на дробовике, мне комфортнее стрелять с гироскопом не таким большим, а, например, 130. То же самое про зажим с одного оружия нужна маленькая чувствительность, с другого оружия нужна чувствительность чуть выше, для того, чтобы контролировать отдачу. Да и вообще, эта функция позволила бы настроить игру максимально под себя и комфортно в нее играть. Также я очень надеюсь, что они добавят возможность делиться кодом своей раскладки, потому что, во-первых, так удобнее будет делиться ей с другими игроками, и самое главное, это то, что если вы вдруг перешли на другой аккаунт или хотите поиграть на аккаунте друга, вы просто могли поделиться кодом и не настраивать все с нуля. Такую возможность уже добавили на чувствительность, но про раскладку они походу забыли. Надеюсь, они это вспомнят. Полигон и TDM режим. Сначала поговорим о полигоне. Почему есть полигон для C, но нету полигона для КБ? Я понимаю, что основной акцент в нашей игре идет именно на сетевую игру, но КБшникам тренироваться на полигоне C это такое себе удовольствие. Игре уже идет 3-й год, а мне до сих пор нету полигона для королевской битвы. Очень странное решение. TDM. Кто не знает, это обычный командный бой до определенного количества киллов, только в королевской битве. В плане тренировки Close Fight это было бы идеальным режимом. И если разработчики добавят когда-нибудь такую карту и такой режим, то это привлекет еще больше интерес к
королевской битве. В ТДМ, так же как и на полигоне, можно отлично разминать свои пальцы, перед тем, как идти на турниры или даже в обычный паблик. Ну и конечно же, индивидуальную тренировку своего скилла никто не отменял. 90 FPS. Я посвящал этому целое видео, поэтому сейчас буду краток. Я очень надеюсь, что у разработчиков получится реализовать 90 FPS в королевской битве и подтянуть андроиды до уровня айфонов. Если хочешь послушать на эту тему чуть больше, переходи по ссылке, которая высветится у тебя на экране прямо сейчас. Добавление нового контента для королевской битвы. Мы вообще не очень-то и часто получаем обновления для нашего режима. Я надеюсь, что в 2022 году мы будем получать намного больше нового контента, потому что Apex ждать еще долго, а играть во что-то интересное и развиваться очень хочется. Теперь затрону свою самую больную тему – киберспорт. 2 года, 1 официальный турнир для КБ. И то, я считаю этот турнир полнейшей клоунадой. Позвать лучшие команды Европы и Америки? Не. Позвать крипов из Си? Ну да, нормально. Все логично, по-моему, нет. Посмотрите на Гарену версию. Там практически каждые 2-3 месяца проводятся турниры с нормальными комментаторами, без семечек во рту, с аналитиками, со своими спектаторами, с подсветкой команд и так далее. Вообще Гарена версия в этом плане огромные молодцы. Они прокачивают свой регион по максимуму и проводят турниры как по сетевой игре, так и по королевской битве. Activision, что сложного нанять команду, которая будет заниматься киберспортом? Что сложного найти спонсоров? Вы многомиллиардная компания, у вас просто огромные возможности. Так что вам мешает начать проводить свои лиги, начать проводить свои турниры, организовать хотя бы какой-нибудь внутриигровой турнир для королевской битвы? Activision, у вас есть еще шанс запрыгнуть в вагон киберспорта, но я не думаю, что вам это интересно, к моему сожалению. Рейтинг королевской битвы и подбор соперников. Начнем с рейтинга. В КБ он существует просто по приколу. Эти 8К может набить любой человек, который играет хотя бы в один палец. Его играть неинтересно. Нету никакого стимула забрать легу, понимаете? За победу дает просто 1 000 000 очков, и он апается очень-очень быстро. Добавьте какие-нибудь нормальные награды за легенду, измените систему получения этих очков, добавьте ранг, как в других нормальных играх, которые получить максимально сложно. Я понимаю, что вы не играете в эту игру и вам кажется, что 8000 очков на 2 месяца это очень сложная задача. Но увы нет. Эти очки при желании можно набить за 3-4 дня игры. А что делать 2 месяца? Далее подбор противников. Паблик в Call of Duty Mobile максимально простой. Выиграть паблик в соло не является какой-то сверхзадачей. Если сравнивать наш паблик, например, с тем же иранским или яушным, это небо и земля. Там просто куча игроков. Да, в СНГ тоже есть потные паблики, где типы бегают за ручку, но почему-то одних ру игроков кидает на такие паблики, а других ру игроков, например меня, кидает на какие-то тухлые катки с 2-3 сквадами за игру. Хотя после того, как он поменял провайдера, начало кидать на нормальные паблики. Так что сложного объединить сервера с ЕУ, чтобы паблик стал насыщенным? Или хотя бы объединить регионы в СНГ, чтобы всех кидало нормальные паблики с большим количеством игроков? Чтобы играть паблик фулкой стало реально интересно и сложно, чтобы игроки не шли на кастомки, чтобы поиграть с реальными людьми. Это желание я слышал от большого количества своих друзей. На этом сегодня я буду заканчивать. Я очень надеюсь, что 2022 год станет для нашей игры удачным. Я очень надеюсь, что разработчики посмотрят это видео и подчеркнут для себя хоть что-то. Еще раз поздравляю тебя с наступившим Новым годом, спасибо тебе за просмотр, подписывайся на канал, если ты тут впервые, ставь лайк этому видео и пиши в комментариях свое мнение по всему этому. Пока.